Девушки, hello, как говорится, находимся на международном автосалоне в Чикаго, Соединенные Штаты Америки, читаем интересные новости. Электропикап Hammer EV оказался тяжелее, чем грузовик ГАЗ Валдай. Любопытный факт, правда? На самом деле очень любопытный, потому что с этой машиной, если она появится в России, будут определенные проблемы. Какие? Сейчас расскажем. Hammer EV, наконец-то! Быстрый обзор, поехали! Итак, ребятки, еще раз и наконец-то с удовольствием рад вам представить электрический Hammer. Это фактически такой полумуляж, полумакет, доступен только в таком виде, внутри сидеть нельзя, вдруг бы что не отвалилось. Но все равно покажем вам все, что можно показать. Многие из наших подписчиков, вообще вот молодых особенно, да, чуть младше, чем мы, вообще понятия не имеют, чем мы тут так распинаемся и радуемся над этой машиной. Вот это, вот еще вот такое, и это, и вот такое. Это все Hammer, а это новая модель. Ну, сами понимаете. Что интересного, машину представили еще далекой осенью 2020 года, но пока что до сих пор катают по разным выставкам, показывают вот только так. Но вернемся к тому, с чего мы начали. 1014-сильная версия, да, будет и такая, весит 4103 килограмма. И она сейчас перед нами. Это больше, чем вес ГАЗа Валдай. Даже шестиколесный Mercedes-Benz G63 6х6 AMG легче на 250 килограммов. А что это значит, вы знаете? Правильно. По нашим нормативам это грузовик, между прочим. То есть для управления этим автомобилем в России нужны права категории C. GM, то есть General Motors, мы надеемся, выпустит два варианта этого автомобиля. Это пикап, вот он перед нами, а также SUV. Выглядит вот так. С технической точки зрения они во многом похожи, однако между ними есть важное отличие. SUV 842 лошадиных силы. Ну, в принципе, уже неплохо, да? Пикап у нас 1014 лошадиных сил. 1014 сил, пикап. Неплохо, да? И причина этой разницы вот в чем. Колесная база SUV короче на 227 мм, соответственно, в ней физически меньше места для батареи, что влияет на мощность силовой установки. Длина пикапа 5,5 метров, ширина 2,2 метра, высота 2,06 метра. Огромные колесные арки, можно установить резину максимум 37 дюймов. Но, конечно, самое интересное – это не внешность, это не возрождение, хотя это тоже важно, так сказать, возрождение Хаммера. Это то, что у этого автомобиля вот там вот. Сейчас зачитаю. Построен на новой модульной платформе независимая подвеска всех колес, всех, мы это еще скажем, что это значит, а также батарея Ultium, химический состав которой разработан совместно с компанией LG. Чем? Как это правильно читается? Короче, подразделение LG, которое занимается разработкой аккумуляторов. Значит, аккумулятор состоит из 24 отдельных модулей. Он герметичен и прикрыт огромным стальным листом. Вот там видно, то есть полностью закрыто. Зачем это сделано? Помимо того, что батарея инновационная, это внедорожный автомобиль. Можно взбираться на 45-сантиметровые уступы и заезжать в воду на 60 сантиметров. На электрической машине можно заезжать, ну, это вот настолько в воду официально. У электрического Хаммера будет несколько конфигураций. Это топовая, и она будет продаваться в первую очередь. Топовая конфигурация. 1014 лошадиных сил, крутящий момент 15590 ньютон-метр, более 200 киловатт-часов, 560 километров без подзарядки и быстрая зарядка за 10 минут 160 километров пути. Теперь 4 с лишним тонны весит эта машина. Как думаете, сколько разгон до сотни? Я перепроверю. 3 секунды. За 3 секунды. Представьте, ГАЗ Валдай до сотни за 3 секунды. Версии попроще тоже будут, но их в прямом смысле нужно ждать несколько лет. Что касается конструкции, идите сюда. А что двери закрыли? Просили открыть. Can we open the doors? One more time, please. What? Open both doors. So that was from General Motors. So the is a pre-production unit. All right. So the doors are not fully accurate to the full production, but the screens are. So they want them closed. If you already have it, then you already have it. But No. No. So you're trying to get the screen? If you okay. So because I was like, I think it's the one. Like 30 seconds. Okay. 10 seconds. I'll get fired. All right. So that's our big boss. Big boss. Right? Yeah. I totally. Had he not walked over. All right, all I right. tell you. Что касается некоторых, вот сюда, вот, пожалуйста, картиночка классная, вот здесь вот, приятных фишек. Крыша снимается, заднее стекло, вот это вот большое, с электроприводом. Если все это дело снять, опустить, у вас
получается практически кабриолет. При этом вот эти все куски крыши верхние, они убираются в капот, который вот здесь вот. То есть там размер четко подогнан под размер вот этих вот 4 ячеек, которые на крыше. Но самое интересное, я вот хотел это поискать, где же это находится. Вот одна, и все, и больше не видно. У этого автомобиля, как думаете, сколько камер? Система кругового обзора 18 камер. Нет, кроме шуток, 18 камер по всему кругу, и 2 находятся вот там вот. Это сделано, чтобы предварительно оценить рельеф под колесами. Машина внедорожная, то есть прям смотрите, что под вами, можете даже не выходить из машины и ехать. Камеры все защищены, и более того, они оснащены омывателями. Откуда там льется, интересно? Еще из интересного это адаптивная пневмоподвеска. Стандартный дорожный просвет 257 мм. Уже неплохо. На оффроуде клиренс может быть увеличен до 302 мм, а если включить опциональную надстройку Expert Mode, клиренс будет составлять 40 см. Ну и, конечно, еще одна интересная фишка, о которой многие из вас наверняка слышали, это режим Crab Walk. Все 4 колеса поворачиваются в одну сторону, и пикап может передвигаться по диагонали, подобно крабу. Теперь ценник. Политика довольно интересная. Они сначала разрешили оформлять предзаказы только на самую дорогую версию, которая называется Edition One. Стоит она $110 300. И любопытно, что первую партию вот этих вот электрических камеров раскупили за один день. Если вы прямо сейчас зайдете на сайт GM, зарезервировать вот эту вот машину просто невозможно. То есть максимум, что можно сделать, хотел сказать, позвонить Василию, это, значит, хорошая шутка, да. Можно выкупить то, что уже кто-то купил. Но эта машина пока еще даже близко никому не доставляется. И когда будет доставляться, пока что непонятно. Осенью 2022 года обещают представить Hummer EV 3X. Цена $99 995. Там 3 электромотора, 811 лошадиных сил, чуть проще. Весна 2023 года двухмоторный Hummer за $90 000. А весной 2024 года самый простой, самый недорогой базовый электрический Hummer, он будет стоить $79 000, запас хода 400 километров. Ну, ребятки, конечно, извините, что не прокатились. С удовольствием использовали все возможности, которые нам предоставили. Показали вам эту машину вблизи и рассказали, что она умеет. Ждем ваш комментарий. Спасибо, что вы кликаете на ссылки в описании. Для нас это очень важно. Увидимся. Пока.